Всем привет, народ, с вами я, Олег Пазл, и сегодня у нас как хорошие новости, так и не очень. Сегодня мы поговорим о GTA 6, возможности появления Red Dead Redemption 2 на ПК и, конечно же, о Роскомнадзоре, наша уже главная тема. На этот раз они решили заблокировать Blizzard. Случилось все это в 20-х числах, 20 июня. Сейчас у меня 28, когда я это записываю. И произошло следующее. Они просто заблокировали IP-адреса близзардовских игр, и это примерно 5 миллионов человек, которые не смогли поиграть в те вечера, в те дни, и до сих пор многие не могут поиграть, несмотря на то, что какую-то часть вроде как разблокировали, потому что в интернете очень много поднялось шума, все стали писать, Blizzard стали пытаться исправить ситуацию, и несмотря на то, что Роскомнадзор говорит, что они слушают людей и работают над этим, над своими ошибками, над тем, что они блокируют просто все, а хотят заблокировать Telegram, я напомню, почему-то у меня все равно ничего не работает. У меня не работают игры Blizzard, теперь у меня не работает моя PlayStation 4, то есть я вынужден каким-то боком все это обходить, хитрить, и когда я нахожусь за территорией России, своей страны, где-нибудь в США, где-нибудь в Европе, мне легче заниматься ютубом, потому что здесь я испытываю постоянные трудности с загрузкой роликов. Многие игроки, которые играют в мировые игры от мировой компании Blizzard, вынуждены приходить к таким вещам, как VPN, чтобы просто поиграть, чтобы просто провести свое свободное время. Но вот опять же, я говорю за себя, для меня это работа, и я испытываю большие трудности. Например, вот на консоли сейчас у меня появилась игра Crew 2, пресс-версия, потому что сейчас у нас 28 число, она еще не вышла, но из-за того, что Роскомнадзор опять работает, за то, что они блокируют IP-адреса и борются с Телеграмом и всячески обрубают возможность нормально использовать интернет, я не могу поиграть в пресс-версию, хотя я должен поиграть в нее раньше, чтобы сделать контент. К сожалению, я этого сделать не могу. И знаете, мне это очень сильно не нравится. Я надеюсь, этого не будет продолжаться, потому что это уже перебор. Мы заслужили играть, мы заслужили работать и рассказывать про игры. Но они так не думают. Когда Роскомнадзор в погоне за Telegram переломал половину интернета, а все, что могли позволить себе сказать крупные российские IT-компании... Вот вы там кое-что сейчас делаете, мы знаем, и это очень сильно вредит рынку. Вы можете это делать, чуточку аккуратнее? Поверьте, стоило бы хоть одной крупной IT-компании официально объявить, что из-за блокировок Роскомнадзора были проблемы, а они были, у меня некоторые сервисы Гугла даже не работали, то чиновников бы засыпали исками. Но, видимо, что в случае с блокировками, что с пакетом Яровой, существует некая негласная договоренность не поднимать шумиху. И по итогу мне приходится в Fortnite играть через VPN, зато Telegram отлично работает. Но перейдем к более интересным темам. Например, многие игроки в GTA 5, которые играют на консолях PlayStation 3 и Xbox 360, увидели странное уведомление в игре. Это уведомление содержало в себе предзаказ GTA 6. Вы не поверите, чуваки, но там действительно прямо было написано: предзакажи GTA 6 прямо сейчас. Непонятно, что это такое. Это баг или утечка Rockstar. Утечка в принципе невозможна, потому что, скоро у них выходит Red Dead Redemption 2, и вряд ли ребята так быстро решили анонсировать GTA 6, и тем более сделать на него предзаказ, ведь совсем недавно появился предзаказ на Red Dead Redemption 2. Но тем не менее, это сообщение получили именно пользователи старых консолей, то есть на Next Gen, на нынешнем поколении, точнее на PS4 и Xbox One, таких сообщений не приходило, и это очень странно. Что это вообще? Вы получали такое? Пишите в комментариях, интересно послушать. Еще интересная утечка, которую я очень хочу обсудить, это Red Dead Redemption 2. Как вы знаете, игруха это прям бомба, выходит она эксклюзивно для консолей на PS4 и Xbox One. Red Dead Redemption 2 это та игра, которую Rockstar делают больше, чем все игры в своей карьере, и поэтому мы ждем, конечно же, от нее больше контента, больше интересных ситуаций. И вообще, я считаю, что эта игра должна сдвинуть индустрию далеко вперед. Ребята из Сан-Диего, из Rockstar молодцы, и они фигачат как могут. Они не показывают свой проект, хотя есть слух о том, что на E3, несмотря на то, что я не нашел там никаких упоминаний Red Dead Redemption, кроме вот этого баннера, на E3 все-таки поговаривают, что некоторым журналистам, а именно Еврогеймеру, показали RDR 2, но за закрытыми дверями. Вообще, если вы не были на E3 или на Gamescom, на таких больших выставках, я вам расскажу, как это все происходит. Стоит огромная, просто белая конструкция Take-Two посреди залов, как вот у нас на Игромире, но в ней нет практически дверей, в ней нет окон, и там непонятно, что происходит. Есть только одна дверь, вся эта конструкция белая, там
огромный павильон, куда, видимо, вот и приглашают прессу и избранных, чтобы показать вот такие игры, как Red Dead Redemption 2. И вот есть слушок, что уже показывали. Утечек, конечно же, не произошло, но произошла странная утечка у одного из разработчиков Rockstar. Один из чуваков, который работал над игрой, имя его не разглашается в целях того, что, ну, наверное, опасно уже теперь разглашать его имя. Известно лишь то, что он в 2009 году уже в Rockstar и работал над La Noire, GTA 5 и RDR 2. И все вроде бы ничего, только вот один фактик был любопытный. Рядом с RDR 2 он написал, что работал над ПК-версией. Когда вот это все стало вдруг всплывать, когда люди увидели это, когда пресса начала это раскручивать, появилась такая вот огласка всего этого дела. Чувак-разработчик, который, кстати, в 2016 году уже ушел из компании Rockstar, и который как раз выложил это резюме, чтобы, видимо, найти себе новую работу, он аккуратненько поправил свое резюме и убрал оттуда ПК-версию, хотя до этого она была. Но когда появилась такая вот широкая огласка про ПК-версию, он сразу же как бы исправился, переобулся и убрал вот эту вот надпись. Нам остается лишь гадать, действительно ли Rockstar как бы планирует ПК-версию, просто если мы вспомним, Red Dead Redemption 1 не выходил на ПК, и он вышел только на консолях, на Xbox 360 и на PS3, ну и потом по обратной совместимости на Xbox One. Интересно, что будет со второй частью, потому что во второй части мы знаем, что запатентована такая вещь, как Red Dead 2 Online. Значит, что Rockstar планирует, ну, много доната, много денег, и, конечно же, наверное, им выгоднее было бы, чтобы игра вышла на всех платформах. Не знаю, поживем увидим. В любом случае, а в этом году и, наверное, в следующем мы увидим только консольные версии, и, конечно же, я буду много про них рассказывать на канале, снимать пасхалки, секреты, загадочные всякие штуки, а потом, наверное, года через 2, возможно, она выйдет как и GTA 5, там уже позже на ПК, когда уже немножечко подустареет. Не знаю, в общем, что думаете, это действительно слив и чувак спалился, или это просто какая-то опечатка, что работал над ПК-версией Red Dead Redemption 2? Пишите в комментариях, интересно ваше мнение, интересно будет с вами поболтать там, ну и всего крутого, с вами был Пазл, надеюсь, Роскомнадзор будет исправляться и ситуация у нас не усугубится, потому что на самом деле дальше уже некуда. В последнее время приходится бороться с многими сложностями, чтобы продолжать свою деятельность на YouTube. Поэтому рекомендую подписаться на мою группу и на мой инстаграм, чтобы не потерять меня из виду. Всего крутого вам и счастливо, чуваки, нам нужен свободный интернет.